каждом человеке есть свой мир, свой разум, который не терпит границ. Природа человека устроена так, что мы все время стремимся к расширению рамок. Поэтому так много людей стремятся отправиться в горы, несмотря на все трудности. На вершине горы ты чувствуешь, что границы исчезли, а мир и жизнь принадлежат тебе. Ты как будто выбрался из дремучего леса, где, заблудившись, ходил долгое время. Я уже не первый год собираюсь подняться на одну из высочайших вершин Уральских гор. Это гора Конджаковский камень. И сегодня пришел тот день, когда это наконец произойдет. Мы отправились группой к подножию горы. Погода, как всегда в горах, переменчивая. Утром светило солнце, а сейчас небо затянули облака. Из-за географических особенностей ясную погоду на Уральских горах застать крайне непросто. Говорят, что дождь здесь идет практически каждый день. У туристов здесь есть примета. Если вершина Конджаковского камня видна, значит скоро будет дождь. А если она не видна, значит дождь уже начался. Именно из-за дождей на горных лугах и в низменных местах много влажных участков. Но сегодня нас ждала большая удача, хоть и не сразу. Когда мы начали подъем, обувь промокла с первых шагов. Пропитанная водой, дождя и ручьев, трава и мох не оставили шанса моим кроссовкам остаться сухими. Поначалу это немного расстроило, но ты быстро привыкаешь и через пару минут уже не обращаешь внимания на хлюпанье подошв. Серые облака и опустившийся плотный туман погрузили нашу группу в сказочную атмосферу горных троп. Промокшая обувь и ожидание дождя никого не расстраивало. Каждый человек, который отправляется в горы, знает, на что он идет и ради чего. Пытается понять для себя и объяснить для других, но он не может найти слов, чтобы все объяснить. Просто снова берет и отправляется в путь. Горы бывают разные, как и люди. Но для каждого человека, в зависимости от его подготовки, это свой личный вызов. Горы, они честные. Честные со всеми. Обмануть их не выйдет. Ты можешь приехать к подножью на Роллс-Ройсе, но наверх тебе все же придется идти самому. И, конечно же, промочить ноги. Счастье от каждого восхождения становится все ярче, а зов гор все сильнее. Во время похода в горы в тебе происходят необратимые изменения, и тебя тянет туда идти снова и снова. В конце концов, мы не деревья. Нас ничто не привязывает к одному месту.
Мы сами выбираем свой путь. Гора, Конжаковский камень, возвышается выше других. Но вокруг, куда ни посмотри, имеется множество других вершин. Горы здесь повсюду. Путь наверх лежал через горные луга, покрытые цветами, и целое нагромождение крупных камней, курумов. Курумы – это следы разрушения древних и высоких гор. Когда-то давно Уральские горы были намного выше, чем сейчас. Подъем на гору очень неравномерный. Он представлен множеством полок. То каменные россыпи резко поднимаются вверх, то нас ждет плата, покрытая горными цветами и травой. Поднимаешься на очередную полку, и тебе кажется, уже все, пришли. Но куда там? За поляной следует очередной подъем из крупных камней. А когда ты на вершине, независимо от того, что все кругом затянул туман, ты ощущаешь очень приятные эмоции. Облака соприкасаются с землей, ты продолжаешь стоять на ней, но при этом становишься ближе к небу и звездам. Гора, Конжаковский камень, для многих людей это источник энергии и вдохновения. О нем поют песни, здесь пишут картины. Альпийские луга на склонах очень радуют и заряжают энергией. Излюбленное место стоянки туристов у подножия не зря получило название «Поляна художников». А еще местами на Конжаковском камне встречаются магнитные аномалии. И компас может вести себя достаточно странно, сбивая туристов с данным прибором со своего пути. Во время нашего небольшого отдыха и спуска облака развеялись, появилось солнце. И нам представилась полная картина, панорама окружающих гор с набегающими на них облаками, зеленые долины с цветами и каменные россыпи на склонах. Человек в этих местах ощущает множество эмоций, безграничие нашего мира и то, насколько он мал в его масштабах. Но одновременно его наполняет гордость и радость за то, что ему позволено судьбой оказаться здесь и увидеть все это своими глазами. Ты идешь, а потом останавливаешься на каждом красивом уступе. Кругом невероятная тишина,
от которой глушит. Ты ощущаешь абсолютный покой. Иногда приходят завывающие потоки ветра, но они тебе совсем не мешают. Ты смотришь вдаль и видишь, как горы заходят одна за другую. Чем дальше, тем более размыты их силуэты. Мы спустились обратно, но у нас еще осталось время немного погулять по окрестностям ближайших гор. Здесь уже появляются низкорослые хвойные деревья, и оттого пейзажи стали еще интереснее. Удивительное ощущение, когда стоишь у подножия горы, а верхушка уходит куда-то за облака, как будто хранит какую-то тайну. Усталости нет, потому что разум переполнен эмоциями. Тем не менее, ты не упускаешь возможность немного отдохнуть и сварить кофе. Хороший кофе дополняет всю картину. Такой момент хочется растянуть как можно дольше. Это легко. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Я уже в походе, поэтому скоро мы встретимся снова.